С вами канал Фронтовая кинолетопись, и сегодняшний выпуск посвящен заключительному этапу Корсунь-Шевченковской операции. В сюжете использованы уникальные кадры кинохроники и фотоматериалы. 28 января 1944 года в 3 часа дня 233-я танковая бригада 5-го мехкорпуса в районе Звенигородки соединилась с передовыми частями 20-го танкового корпуса 5-й танковой армии 2-го Украинского фронта, тем самым замкнув кольцо окружения. В Корсунь-Шевченковском котле оказались 6 дивизий вермахта, а общая численность немецких соединений, попавших в кольцо, составляла около 60 тысяч человек. К 8 февраля весь периметр котла полностью простреливался советской артиллерией. В этот же день, в целях прекращения кровопролития, окруженным войскам был предъявлен ультиматум с требованием о капитуляции, который вскоре был отклонен. Возглавлявший окруженную группировку командир 11-го корпуса генерал Вильгельм Штеммерман не терял надежды прорваться из котла и рассчитывал на помощь извне. Командование вермахта сосредоточило в районе Лисянки значительные силы. Утром 11 февраля 1944 года 3-й танковый корпус Германа Брайта атаковал позиции 47-го стрелкового корпуса. В полосе 1-го Украинского фронта в районе Ризина немецким войскам удалось прорвать внешний обвод окружения и начать движение в район Шандровки. 12 февраля в том же направлении начали прорыв и окруженные части. Между двумя немецкими группировками оставалось менее 10 километров, но пройти их впоследствии немецким танкистам было не суждено. На угрожаемые направления были срочно переброшены части 5-й гвардейской танковой армии Ротмистрова и 5-го кавалерийского корпуса, и на реке Гнилой Тикич, по которой проходила вторая линия обороны, враг был остановлен. В то же время Ставка потребовала принятия срочных мер для уничтожения окруженной группировки врага. 12 февраля последовала директива Ставки, согласно которой 27-я армия в полном составе передавалась под командование 2-го Украинского фронта Конева, а Жуков должен был координировать взаимодействие фронтов на внешнем фронте окружения. 13 февраля 29-й танковый корпус генерала Кириченко перешел в наступление с целью уничтожения противника в районе Стеблева. Корпус совместно с частями 5-го гвардейского кавалерийского корпуса освободил Новую Буду и отбросил немцев на 2 километра в районе Комаровки. 14 февраля войска 52-й армии Каратеева освободили районный центр Киевской области, город Корсунь-Шевченковский, захватив 15 транспортных самолетов, множество брошенной техники и вооружения, а также склады с боеприпасами и продовольствием. Вслед за этим советские войска владели несколькими сильно укрепленными опорными пунктами немцев, среди них Яблоновка, Тараща и Стеблев. Территория котла продолжала сокращаться. На совещании 15 февраля Штеммерман и командир 42-го корпуса генерал-лейтенант Теобальд Гельмут Лиеб приняли решение прорываться поздно вечером 16 февраля по кратчайшему пути. Бросив в кольце 2000 неспособных самостоятельно передвигаться раненых, немцы начали прорыв. В авангарде шли эсэсовцы из дивизии СС «Викинг» и «Волония». Под сильным огнем артиллерии они были вынуждены изменить направление удара и переправляться на подручных средствах и вплавь через реку Гнилой Тикич. Многие истощенные немцы и бельгийские добровольцы утонули или умерли от переохлаждения. В ходе прорыва погиб и генерал Штеммерман. Исключительную храбрость и мужество проявили артиллеристы 438-го истребительно-противотанкового полка. Удерживая занимаемые позиции, они успешно отразили атаки до 150 солдат и офицеров противника, подбили 2 немецких танка и 1 орудие. Храбро сражались курсанты учебного батальона 41-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Цветкова. К 16 февраля окруженные войска противника занимали только Шандровку, Хильки и Комаровку. По ним был нанесен удар авиации и артиллерии, и все же рано утром 17 февраля немецкие войска вновь попытались 3 колоннами на участке фронта около 4,5 километров прорваться из окружения. В то время как стрелковые части отражали натиск противника с фронта, с флангов перешли в атаку соединения 18-го, 29-го танковых и 5-го гвардейского кавалерийского корпусов.
Мощным ударом они уничтожили шедшие на прорыв колонны и отдельные группы немцев. К исходу 17 февраля вражеская группировка, окруженная в Корсунь-Шевченковском выступе, была ликвидирована. В ходе операции советские войска разгромили 10 немецких дивизий и 1 бригаду. Это сильно ослабило и деморализовало его группировку на юго-западном стратегическом направлении. Людские потери вермахта составили около 40 тысяч человек убитыми, ранеными и попавшими в плен. Была брошена большая часть бронетехники и автотранспорта. Потери советских войск в операции составили более 24 тысяч человек. За мужество и героизм 73 красноармейца были удостоены звания Героя Советского Союза, 9 из них посмертно. 18 февраля в Москве в честь победителей прогремели залпы салюта. Генералу армии Коневу, первому из командующих фронтами в годы войны, 20 февраля было присвоено звание маршала Советского Союза. К основным результатам операции следует отнести не только разгром мощной группировки противника, которая угрожала флангам 1 и 2 украинских фронтов, но и существенное сокращение линии фронта в среднем течении Днепра. Была освобождена большая часть территории Советской Украины. Красная армия овладела стратегически важной железнодорожной рокадой на правом берегу Днепра: Фастов, Белая Церковь, Корсунь-Шевченковский, Знаменка, Днепропетровск. Операция советских войск по окружению и уничтожению крупной вражеской группировки в районе Корсунь-Шевченковского вошла в историю военного искусства.